Рыбы, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на 2022 год. В работе у нас сегодня будут Таро Золотой Нити, Руническое Таро и Таро Ангелов, где мы будем извлекать карту вашего ангела, архангела, хранителя, и при помощи его сигила запечатывать ваше желание, ваш эмоциональный посыл на 2022 год. Все те мысли, планы, цели, идеи, о которых вы себе мечтали, планировали, думали, вот над этим мы будем работать. Хочу напомнить только единственный момент, что расклад является общим, поэтому, если необходимо, смотрите, сопоставляйте, сравнивайте ваш знак по Солнцу и асцендент, дабы определить, какой из знаков у вас является более созвучным. Расклад, конечно, выходит с опозданием, но в этом есть и небольшой плюс. Так как я для вас его снимаю в первый лунный день наступившего года, то есть это новый цикл, новая энергия, соответственно, все те планы, желания, которые вы себе озвучили или задумали, они у вас будут идти в рост, будут быстрее реализовываться, и будет такой вот хороший задел на будущее. Поэтому давайте с вами приступим. Начнем с Таро Золотой Нити. Здесь только старшие арканы, они нам покажут общие энергии во всех сферах. И уже на второй колоде мы будем раскрывать для вас информацию и ситуацию. Итак, общая энергия, что вас ожидает в рамках бизнеса и работы, что ожидает по финансам, вопросы здоровья, вопросы личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет, что уйдет и что к вам придет. Все арканы я поднесу, все увидите, все будет видно. Итак, общие энергии в плане бизнеса или работы. Аркан повешенный. Казалось бы, пугающий аркан, мы будем с вами его раскрывать. Многим он показывает застой. Многим это умение крутиться в нужной ситуации. Почему? Потому что здесь менять точку зрения, смотреть на ситуацию под другим углом. По принципу, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Аркан благоволит тем, кто реализован в качестве физиотерапевта, реабилитолога, анестезиолога, гипнолога, психотерапевта, эзотерика, наставника духовного, йога, тренера и так далее. То есть люди, которые работают частично, можно сказать, не только с материальным миром, но и с высшими духовными энергиями. Но давайте смотреть для всех обывателей. Не могут каждый из нас быть в медицине, практиком, либо тренером. Так, что же у вас здесь? Рыцарь кубков, королева пентаклей, туз жезлов. Здесь после периода пересмотра ценностей, переосмысления, желание найти работу по душе и полностью открыть себя и раскрыть свой потенциал в каком-то новом направлении. Королева пентаклей, то, что для вас будет более ресурсным, более доходным. В первую очередь важно будет для развития вашей души, вашего потенциала. Видите, туз жезлов, новое направление. Я не могу сказать по связке этих карт, что у кого-то здесь может идти карьерный рост. Это как новая ниша, дополнительный источник заработка, новая ветка бизнеса. Но речь здесь идет непосредственно об этом. Если мы будем смотреть финансовую сторону вопроса, у вас падает замечательный аркан «Мир». Мир – это в первую очередь попытки заработка через интернет. Будет интернет-магазин, продажа товаров, услуг, интернет-бизнес. Это то, что касается у нас сферы рекламы, пиара, трейдинга, туризма, логистики. То есть все, что с этим связано непосредственно напрямую, будет вообще приносить какой-то мега доход. Особенно если вы блогер, публичная личность или завязаны во всех перечисленных нишах. Но для всех остальных смотрим, как будет для вас. Дурак, восьмерка пентаклей, тройка пентаклей. Шикарные карты. Вот видите, как арканы созвучны друг другу. Еще раз, новое детище, новый источник заработка, который для вас будет прибыльным, рентабельным, даст новые возможности. Очень часто это бывает так, то, что сопряжено с вашей деятельностью. Ну, давайте утрированно. Из серии вы инструктор по танцам, но вы дополнительно можете открыть свою студию, которую можете сдавать в аренду. Или попутно продавать ряд или группу товаров, которые будут необходимы для ваших подопечных. Это вот, знаете, как такая вот маломальски могу вам привести. То есть что-то, что будет востребовано дополнительно и даст вам рост вашего дохода, вашего потенциала.
Плюс у кого-то еще как выплаты декретных. Вот по этим картам идут дотации на детей, какие-то субсидии, у кого-то алименты. Но здесь действительно идет как рост и увеличение дохода и вашего заработка. Теперь смотрим вопросы здоровья. На здоровье у вас падает старший аркан жрица. Не совсем хорошая карта, объясню почему. Очень часто она может показывать о скрытых течениях каких-либо заболеваний, либо, к сожалению, о вопросах деструктива. Поэтому нам важно ее раскрыть и посмотреть, что же там у вас. Какова на самом деле ситуация. Король кубков, маг, башня. Ну, мои хорошие, в лучшем случае это может быть нервный срыв, это может быть какой-то эмоциональный кризис, стагнация, когда нужна психоэмоциональная помощь, поддержка психолога, психотерапевта, просто прием каких-то мягких седативных препаратов. То есть это обращение к врачу еще по причине нарушения кровотока, лимфотока из-за проблем в опорно-двигательном аппарате, в частности в позвоночном столбе. Это в лайтовой версии. В худшей версии это, к сожалению, вопросы деструктива, которые вам нужно будет прорабатывать и чиститься. Уж простите, но как есть. По-другому здесь сказать не могу. Хорошо. То, что у нас с вами касается вопросов личной жизни. Отшельник. Интересная карта. Посмотрим, то ли это вопросы одиночества, поиска себя в партнерстве, либо поиска подходящего партнера. Зачастую эта карта также, как и карта жрица, может указывать на желание аскезы. Отойти в иные плоскостя и пытаться реализовать каких-то себя новых началах, будь то бизнес, заработок, новые возможности, как новые тренды. Это, знаете, поиск себя, своего пути, своего направления. Ну, давайте посмотрим, так ли это. Но эта карта может быть также еще созвучна, потому что если будут у вас деструктивные программы, то в частности здесь, как показывают карты, это будут блоки не только на вопросы здоровья, но и на блоки в личной жизни. Давайте посмотрим, что же здесь. Что же здесь у вас? Император, королева мечей, девятка мечей. Итак, если вы свободны, и неважно, мужчина вы или женщина, но для женщины это страх отношений, это боязнь переживать, ну, как наново союз, те страхи, тот негативный опыт, который у вас был ранее. И здесь у женщин страх мужчины, особенно страх морального, физического насилия. Для мужчин это холодность, отчуждение. Но здесь у мужчин, если смотреть, это конкретно закрыты дороги по причине деструктива. Повторюсь, у тех, кто свободен, услышьте меня. Теперь будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в вопросах любовных треугольников. Что там? Это такая тенденция развития событий на 2022 год. Итак, для тех, кто в любовных треугольниках, это попытки проанализировать ситуацию, сопоставить все за и против и, по сути, для себя решить, нужно вам это или нет. Потому что надоело пребывать в иллюзиях, надоело быть альтернативным вариантом, то есть к которому прибегают для увеселения души. И вот здесь по двойке пентаклей, она же руна Райду, это желание двигаться вперед с партнером или партнершей, которые соответствуют вам, по вашему духу, по вашему мировоззрению, как следствие отсечения ненужных связей. Теперь для тех, кто у нас находится в стабильном партнерстве. Вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Давайте смотреть, как для вас будет отыгрываться здесь событийный ряд. У вас по девятке кубков, и здесь у нас аркан отшельник. Ощущение стагнации. По какой причине? Видите, дно колоды пятерка мечей, конфликты. Потому что девятка кубков. Кто-то будет пытаться переключить внимание вашего партнера или партнерши на себя. Потому что девятка кубков часто показывает или характеризует связи на стороне. И как следствие вы можете ощущать себя здесь ненужным или ненужной. Ну давайте дотянем. Вот видите, здесь на повестке дня королева жезлов ложится. Но еще такой момент. Но это в большей степени отыгрывается для женщин по этим картам. Здесь может быть желание женщины уйти в свою реализацию, упоение творчеством, либо какой-то новой работы, которая дает резкий прорыв в работе, в бизнесе, в реализации, новый социальный статус, авторитет. И когда в этом случае женщина поставит личную жизнь на второе место, на первом месте будет реализация, работа, карьера. И как следствие по отшельнику это отдаление от своего партнера с целью самодостаточности и реализации. Хорошо. Что у вас здесь на неожиданность событий? Звезда. Звезда исполнения мечты.
раскрытие возможностей, исполнение желания, чистка энергетическая, восстановление энергетического баланса. Ну, посмотрим, что здесь по факту. Солнце, десятка кубков и смерть. И здесь действительно у вас резкие перемены. Какого характера? У кого-то чистка родовых программ, у кого-то чистка деструктивных программ, которые ставят в блоке в вопросах реализации личной жизни, а также в вопросах энергетики, то, что влияет на состояние здоровья. Потому что, обратите внимание, у вас дно колоды жрец. Жрец – духовный наставник лидерства. Это вопросы эгрегориальных чисток. И это становление личной жизни в том русле, чтобы строить традиционный сформированный союз. Официальный брак, семью, тут также проходят вопросы венчания. То есть это то, над чем вы будете работать в рамках года. И у вас это фактически, вот если сейчас посмотреть, вот смотрите, у вас очень резко звучит тема здоровья, и вот эта тема неожиданных событий. Вот таких вот два краеугольных камня. Ну, давайте смотреть, что уйдет. Уйдет солнце. Вот как раз то, о чем я говорила. Уйдет какая-то мотивация, отток энергии. Куда-то испаряются амбиции. Вы не понимаете, что происходит. Потому что вроде бы планов, целей много, а где на все взять ресурс, взять энергию, взять мотивацию, время для того, чтобы это реализовать. Вот это уже другой момент. Потому что, смотрите, четверка пентаклей, жрец и семерка пентаклей, это как пробитая ваша защита. Застой энергии. Вот видите, здесь нужна как врачебная помощь, медикаментозная помощь, чтобы восстановить ваше состояние. Так, хорошо, что придет? По шуту. Новый этап жизни, новые возможности, новые знакомые, новые отношения, появление ребенка, питомца, новых увлечений. То есть аркан здесь многогранен, поэтому давайте раскроем, посмотрим, что же там, какой там новый этап и новый цикл. В чем конкретно для вас он будет созвучен? Отшельник, десятка мечей и сила. Но это искать человека, наставника, путеводителя, который вам будет помогать выходить из этого кризиса. В частности, из чисток. Отшельник, десятка мечей и сила. Найти в силы либо человека, на которого вы можете опереться, который вам поможет убрать отток энергии, эти деструктивные программы. Видите? И, соответственно, искоренить вам вопросы вашего одиночества. Если у кого-то оно есть на повестке дня. Не могут быть все представители знака зодиака рыбы одинокие, либо в поиске. Таких, скорее всего, маленький процент. Потому что рыбы у нас и влюбчивы, и пользуются спросом. Поэтому давайте смотреть, что у вас там. Так, основные ведущие карты. Смерть, трансформация, убрать деструктив, убрать блоки. Совет колесницы, движение вперед, прорыв, новые возможности. Сейчас будем раскрывать эти арканы, этот потенциал. Рыбы, что ж вам так, вот такой сложный год. В плане энергетики, видите, сколько значимых здесь моментов нужно проработать. Так, рыцарь пентаклей, десятка пентаклей и пятерка мечей. Длительная, планомерная, упорная работа связана с вашим родом, его поддержка для того, чтобы убрать блоки и деструктивные программы. Это в плане энергетики. Что еще? Смерть. Это изменить свой фокус, свою точку зрения на вопросы заработка. Десятка пентаклей, пятерка мечей указывает на то, что уходить из тех структур, где вы работали ранее, искать для себя как новую реализацию, новые способы заработка. Теперь смотрим с вами на совет, раскрываем его. Звезда, король пентаклей, туз пентаклей, чистка, защита, реализация новых возможностей, потенциала, ухватиться за эту возможность, за этот шанс. То есть если вы видите, что у вас действительно длительный период, то есть это не месяц, не два, это как минимум полгода, год или больше, вот знаете, говорю, затык по личной жизни, по финансам или по работе, вот здесь эта ситуация, на которой вам стоит задуматься, потому что вы сам хозяин своей судьбы, и как следствие, как только вы сможете это проработать, у кого-то медитация, у кого-то отчитки через церковь молитвами, у кого-то через практику, у кого-то, кто может входить в измененное состояние, в трансовые, в гипнотические, проработка через гипноз, регрессинг, но вам это нужно убрать, потому что для вас это даст новые возможности, новое русло, и как следствие и значимость, и новые проекты, и как следствие и заработок, и перспективы по личной жизни. У вас почему-то абсолютно все упирается именно в этот момент. Ну и еще совет по ситуации. Звезда, король пентаклей, туз пентаклей – это финансово вкладываться в мечту. Вот то, к чему стремились. Будь то покупка автомобиля, недвижимости, либо каких-то значимых вещей,
которые в длительный период стремились, но вот не доходили руки, не было возможности. Вот, знаете, как нужно сделать рывок для того, чтобы это осуществить. Сейчас настройтесь, пожалуйста, на расклад. Подумайте о том, к чему вы стремитесь, чего вы хотите достичь. Я буду доставать карту вашего ангела-архангела. И у вас здесь ложится шестерка кубков или селиах. Бог, который дает мотивацию, силы, ресурсы, энергетику, ну и способствует в первую очередь и защите, и реализации вашего потенциала и ваших детей. Поэтому он, кажется, сам Бог велел. Вот сейчас я буду читать оговор, и, соответственно, его сигилом будем опечатывать вашу ситуацию, ваше желание. Поэтому настройтесь, подумайте, и будем работать в этом направлении. Ваше желание опечатано. Ну а сейчас, как всегда, все необходимые арканы, все тягостные ситуации мы для вас будем перекрывать позитивными арканами. И так как мы видим, что основная ключевая проблема – это вопросы здоровья, вопросы вашей энергетики, вопросы личной жизни, которые у многих, к сожалению, перекрыты, вот здесь и будем делать раскрытие вашего потенциала. Вот эту вот ситуацию мы с вами и будем убирать. Так. Будем запечатывать. Так. Духовного вам наставника, защиты вашего эгрегора. Для чего? Для появления энергии, восстановления сил, реализации в плане семьи, личной жизни, укрепления состояния здоровья и вашего духа, и карту защиты вам, которая запечатает вашу энергетику и позволит вам двигаться в верном направлении. Туз Пентаклей. Карта дара богов, новых возможностей, нового цикла. Причем дара богов как в личной жизни, в плане здоровья, финансов, карьеры и реализации всех возможностей. Здесь аналогично. Убираем для вас все эти деструктивные программы, которые могли иметь место. Арканом Солнце и арканом Дурак. Вход в новое русло, в новую жизнь, в новые возможности и потенциал. И пусть ваш архангел Селиах вам помогает в этом вопросе, в этих начинаниях. Вот таким для вас вышел расклад на год черного водяного тигра. От вас, как всегда, по прошествии времени я буду ждать обратной связи, комментариев, поэтому оставляйте, пожалуйста, ваш энергообмен. Для тех, для кого актуальны мои индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я искренне вас благодарю за просмотр. Я желаю вам благостного года, счастья, здоровья, любви, реализации, новых возможностей, чистой вам энергетики, вопросов защиты и Божьего провидения. С вами не прощаюсь и до новых встреч.